Итак, всем привет, дорогие любители рок-музыки, рок-н-ролла. С нами сегодня в студии Муха, легенда русского сайкобилли, Стас Богорат и группа Минтрейтерс, Владимир Сериков, бас группы Минтрейтерс, и Стас, лидер и движущая душа сила. группы Минтрейтерс. Душа, сердце и пламенный мотор. И вечный водитель. Итак, ребята, вы сейчас на излете тура, можно сказать. Как вообще он проходит? Расскажите про тур, почему решились на такое безумное мероприятие зимой в минус 30 аж до Сибири, до Алтая. Ну, в общем-то, мы давно были замечены в каких-то безумных длительных турах в различных странах, поэтому неудивительно. Но мне написал Саша Иванский из Новосибирска, который делает фестиваль «Выбори ракет» уже долгие годы, с предложением сыграть в 3 городах в Сибири хедлайнерами на этом фестивале. Соответственно, я уже не мог... Предложение, от которого нельзя отказаться. Отказаться нельзя, и дату перенести нельзя, то есть это зима. Вот. Ну, то есть у меня был вариант просто прилететь, сыграть и улететь, но это как-то неинтересно. Вот. А вот все такие города, там Нижний Новгород, Казань, Самара и прочие, там, ну, тот же Урал, опять-таки, мы достаточно давно здесь не играли. И я подумал, что надо как-то этим шансом воспользоваться и построить хороший такой массивный тур. Ну и как мы любим, на машине зимой все посетить. Пожалуй, Минтрейтерс — это самая народная сайкобилли группа. То есть это единственный случай, я не знаю таких больше групп, которые, вот группа, чтобы была сайкобилли, и она, чтобы ездила по всей России. Ну, у нас, в общем-то, не так много, кроме нас, каких-то групп, которые вообще, как сказать, хоть на грамм востребованы, чтобы куда-то ездить, понимаешь? Вот, поэтому, ну, пальма первенства, конечно, за нами тут, ну, просто по причине того, что конкуренции особо нет. Смотрю, вот этот тур, это такое серьезное мероприятие. Вот сколько времени занимает подготовка и что надо подготовить, чтобы его все-таки выдержать? Слушай, ну, у нас все достаточно спонтанно происходит, и вот даже если говорить о подготовке машины, я, в принципе, знаю, что она не ломается. И, кстати, у Вовы тоже Volvo. Вот. Ну, собственно, вы из автоклуба. Ну, да. Автоклуб Минтрейтерс, судя по задним дверям нашим. Ну, вы меняетесь за рулем? Ну, думали, не что, может быть, и надо будет, но, в принципе, как-то я и сам справился. У нас был, вот как раз после концерта в Екатеринбурге, у нас был отрезочек, что пришлось ночью ехать в сторону Омска. Мы до Тюмени доехали, проехали ее, и уже там в гостиницу заехали. Вот. Ну, как-то справился сам нормально. На каком бензине ездят Минтрейтерс? На 92-м. Нет, а сами? То есть вы какие то есть, стимуляторы применяете? Не знаю, просто штырит от концертов, штырит от... Ну, мы адреналин. Хорошо, плотно в машине общаемся, пока едем. Обязательно на чем-нибудь ржем. В общем... Юмор. Да, но опять-таки... А что слушаете в машине? Музыку? Ничего вообще, то есть у меня нету даже магнитофона никакого. Если они, может быть, в ушах что-то слушают, я вообще ничего, я эту музыку ненавижу. Да. Не свою. Но даже свою я, конечно, грешу. Я часто сам себя слушаю, чисто послушать какие-то там мысли, чтобы какие-то дополнительные появились на будущее. Вот. Но не в машине, потому что в машине ну, просто компьютер начинает дымиться, когда ты в достаточно уставшем состоянии, и еще на мозг дополнительная информация валит, компьютер начинает буксовать. Смотри, вот ты считаешь ли себя биохакером? Скажи, что это такое сначала. Ну, биохакинг — это, то есть, здоровье, долголетие, то есть какие-то методы, потому что, да. Смотри, я знаю, что ты лет 10-15 назад был более плотный,
товарищ, потом ну, ты 20, как-то да. похудел, Да. какие-то определенные системы, сыроедение, вегетарианство. Вот Было, расскажи да. об этом. Ну, я уже упразднил сыроедение и вегетарианство, но я действительно поддерживаю здоровый образ жизни. Какой И, спорт? спорт никакой, спорт почаще концерты давать. Это именно как в спортзал сходить. Потому даже. что у нас вот мой гитарный комбик весит 40 килограмм, и когда ты его по несколько раз вытащишь, поставишь, обратно в машину поставишь, и со всеми остальными вещами, у нас вещей очень много, вот, в принципе, спорт уже больше не То нужен. есть выгрузил все из машины, загрузил, Да, плюс еще и концерт да, играешь. можно сказать, что бесплатно сходил в фитнес, как бы, вот и все. Вот. Ну, а что касается, если по питанию, ну, и когда я начал сыроедить, моя цель была, конечно, быстро похудеть. Мгм. Вот, потому что, ну, это действительно очень быстрый и легкий способ похудеть. И я так, ну, в режиме где-то находился в районе 6 лет. Вот. Мгм. Потом плавно изменил своим принципам, начал чуть-чуть что-то тепленькое все-таки включать, потом рыбку, яйца. Вот. Ну, просто это делалось по причине того, что если ты очень длительное время сыроедешь, ты уже такой изможденный вид приобретаешь. Вот. Просто не хватает каких-то ферментов для кожи, для того всего. И ну, я уже сам понимал, что То мне... есть все в меру. Ну да, да, то есть как шок это хорошее средство, то есть если ты хочешь быстро сбросить. Но в принципе на каком угодно питании, если ты делаешь какое-то однообразное питание, вот обрезаешь все остальное, так у тебя точно организм похудеет. Ты можешь на одном мясе тоже похудеть, просто вот вообще ничего кроме него, если ты будешь только есть, тоже будет самое. Владимир, ты тоже спортсмен. Ну, я Пан поддерживаю, спортсмен. поддерживаю Да, форму, да. Он сахароман. Ну, 3 кита здоровья, жим Да. лежа, становая тяга, приседание со штангой. Шугамен. да. Ну, к Да. сожалению, да, надо этим Да. заниматься иначе. Да. Ну, в общем-то, все эти темы, они, я думаю, не настолько интересны для наших зрителей. Если они захотят, они могут написать и узнать. Кстати, вот ты один из немногих звезд такой величины, которые всегда открыты для фанатов, открыты для общения, потому что все контакты есть, соцсети, то есть ты абсолютно ни от кого не скрываешься. Часто ли пишут, общаются люди? Да, я там и тут куда пошлют, но посылают часто. Да. Ну, пишут часто и с разных стран пишут постоянно, каждый день практически. Но приходится, конечно, отключать громкость телефона, потому что бывает, пробивает кого-то на душевняк в 4 ночи в пьяном виде, и там начинает... И начинает строчить. Да, Поток хочется хлынул. поделиться Сокровенным. сокровенным, да, признательность свою выразить и прочее. Вот. Ну, дабы не нарушать мой царский сон, я просто выключаю громкость. Ну и, кстати, ты еще постоянно отвечаешь в соцсетях, то есть ты, можно сказать, что снисходишь до того, чтобы объяснить в 100-й раз, что это Минтрейдерс 89-й год, СПБ. Да, очень часто прям переспрашивают людей, что, реально это ты? Я говорю, ну да, реально это я. То есть тебя на улицах Да. узнают? Узнают в разных, причем каких-то самых необычных местах. Меня как-то в крематории узнали. Когда... Да. Меня больше впечатлило в Симферополе, по-моему, да, помнишь, военные в кафе? Да. Ты Тоже. Подошел, Да. и что, автограф берут или просят сфотографироваться? Да, и то, и это. В аэропорту я как-то, я раньше вот подрабатывал тем, что какие-то большие группы встречал, провожал, ну, от организатора концертов. Вот, то есть я стою в аэропорту, должна группа какая-то иностранная прилететь, и тут ко мне подходит и со мной как бы начинает, а можно сфотографироваться, а можно это самое, ты знаешь, такой сюр какой-то происходит. Вот. Ну, видишь, мы по-прежнему широко известны в узком кругу, как ни крути. И поэтому надо, конечно, этот круг расширять.
Вот, и вот твоя передача, она тоже для этого. Да, спасибо, Да. что пришли. Очень рад. С какими вообще нашими коллегами, отечественными музыкантами ты поддерживаешь контакт? С кем дружишь? Вот из, в том числе, корневой музыки. Я знаю, что ты дружишь с группой Мессер Чупс, Да, то есть с Олегом и Светланой. Вы хорошие да. друзья. Кто еще? Ну, вот это, наверное, на первом месте. Ну, я, в принципе, стараюсь иметь какие-то ровные отношения со всеми. Даже какие-то группы, музыка которых меня, может быть, и бесит. Вот, ну, просто из приличия, так сказать. Вот. Ну вот если говорить за Екатеринбург, то все, кто в рокобиле тусовке у вас, со всеми мы поддерживаем хорошие отношения. И с Лаки 12, кстати, тоже. Мы очень давно их знаем, и они, не знаю, сколько там, уже раз 10, наверное, с нами играли. Вот. Шахрин, опять-таки, очень хорошо к нам относится, и мы к нему тоже очень так с теплом относимся. Как-то он даже записывал приглашение на наш концерт. Вот. То есть он все время так отзывчивый. Ну, вот видно по человеку, что он врубается, как бы, что эта группа достойная внимания. Вот. Понятно, что мы совершенно в разных плоскостях с ним, вот, но он респектует. Ну, вот еще Константин Кинчев, Да. Гарик Сукачев записали Да, ну, коллаборацию. эти уже настолько высоко, что, знаешь, как бы, да, ну, Сукачев нас просто помнит еще вот с момента первой пластинки, он там тусовался на студии в тот момент, когда мы писались, поэтому какой-то, знаешь, уже контакт такой из прошлого, вот, но видимся мы крайне редко, и... Ну, когда вот звезды уже такой величины, что-то там звонить, просить, там типа давай встретимся и так далее, это будет выглядеть, знаешь, как-то заискивающе, как Странно, будто, да. а сама судьба, ну, очень редко нас пересекает. Мы как-то с Сукачевым вот после того, как «Пуля» вышла, играли перед ними. Вот, в принципе, это был последний раз, когда я его пока видел. Вот. Костя, ну, тоже нормальный человек, но, ну, понимаешь, когда у тебя вот такая вот фирма уже раскрученная, когда на тебя ходят больше в 5 раз, чем на любую попсу, вот, то есть, когда я просто смотрю, он в Питере играет, там чуть ли не через Чуть ли не каждые стадион, да, собирает. через 1,5 месяца, и при этом куча народу, и эта вся куча ездит как на футбол в другие города за ними. То есть, ну, грубо говоря, ему не надо больше ничего. То есть понятно, что ему просто не до чего бы то ни до было. кого. Да. Ну вот там Дима Ослик, который там на клавишах играет, он же бывший гитарист автоматических удовлетворителей. Вот. Он такой более панковский человек. И мы частенько общаемся. Он, кстати, там очень большую роль в Алисе играет, потому что он и музыку пишет, и они все время с Костей на связи в интернете. У него студия большущая дома. В общем, ну вот вся эта варка студийная, записать что-то, это все через него. Ну, вот. Смотри, к твоему творчеству обратимся. Сколько ты песен вообще записал за свою карьеру? Я не считал. Ну, видишь, сейчас такая ситуация, что количество уменьшается, но я стараюсь, у меня сейчас главное, ну, не только сейчас вообще, чтобы планка качества была. То есть, ну, хотя бы сингл, но это будет здорово сделано, хорошо. Если есть возможность, лучше там следующий сингл еще в этом же году записать. Нет, ладно, там в следующем году. Ну, хотя бы, чтобы это было очень здорово сделано. Мы вот сейчас как раз собираемся новые песни писать, когда приедем в Питер. То есть это будет новый альбом?
Альбом, вот я про что я тебе и говорю, что не альбом, а сингл. Просто, чтобы качественно записаться сейчас, записать альбом, нужно, во-первых, миллиард времени провести в репетиционных муках, так сказать, чтобы все там твои 10-12 песен были готовы идеально. Вот, а получается какая-то эпизодическая чехарда с составами. То есть сейчас вроде бы человек играет, через 3 месяца у него меняются резко планы, и там он идет на какую-то там работу, где ему даже не найти время на репетицию. Вот, и приходится искать кого-то другого. Сколько раз вообще менялся состав Mintraiders? Слушай, в этом плане... Уже сбился со счета? Я сбился со счета очень много раз, но я повторяю, я это делаю не потому, что там у меня какой-то характер сварливый или что-то еще. Просто так складываются обстоятельства, что если ты хочешь, чтобы группа дальше существовала, чтобы это все не откисало в бессмысленном каком-то времяпровождении, нужно жестко понимать, с кем ты способен это делать. Если у тебя, допустим, есть музыканты, которые способны это тебе дать, но они не хотят. Или там они находятся где-то в другом месте, или они заняты, то приходится, значит, искать кого-то другого. И очень часто эти люди выручают. Каждый раз как будто это с нуля немножко начинаешь. Да? Ну, естественно, когда я ищу кого-то другого, я все-таки рассчитываю, что это будет, ну, в идеале навсегда. Я уж не знаю, как там это получится, но я не подхожу к людям, которые со мной играют, как, знаешь, каким-то винтиком. То есть, естественно, это очень важный процесс, и ну, с этим человеком тебе, там, не знаю, на одной кровати спать, может быть, запросто, и на одном полу. Вот. Это семья. Да, получается. вот, и поэтому случайных, конечно, людей тут нет. А какие есть любимые песни у тебя? Вот ты бы сказал, выделил бы 5 топ-песен, которые тебе наиболее ценны, наиболее любимые, которые ты бы всегда играл. Ну, мне вот чисто по записи, по всему, альбом Down with the Human очень импонирует. Ну, вот наши синглы после него, которые... Мне кажется, что вот мы как-то уже дошли до какого-то уровня качества. Но просто, безусловно, старые песни, они тоже очень крутые, в чем-то бывают круче, но они просто не так круто записаны, чисто по возможностям. Но многие с ума сходят, допустим, по первому альбому. Некоторые прям мне пишут: Стас, ты прости меня, но вот кроме альбома Angry Heart вообще там рядом ничего не стояло, понимаешь? Кто-то Gods for Sale только котирует, что типа вот там вот тяжелая гитара, там типа вот это круто. Вот кто-то Heavy Boogie, вот. Ну, не знаю, он Турицын ваш говорит Welcome to Palermo, это вот типа его топчик. Короче, каждый находит что-то Да, свое. да. Но вот мне, как так сказать, творцу всего этого, больше импонирует вот качественная запись, которую мы делаем сейчас. Какие-то были рискованные моменты в турах, когда рисковали жизнью, когда на грани уже было это все? Ну, риск всегда присутствует. То есть ты очень зависишь, когда ты в туре, от разных обстоятельств. Ну, извини меня, там колесо у тебя лопнет где-то. На морозе минус 30. Да, или печка сломается. Понимаешь? Ну, вот очень много таких моментов. Стараешься как-то шаманить, чтобы все было хорошо. Остановил нас мент по дороге из Самары в Челябинск, а в машине немножко поддувает, и у нас Володя запасся такой толстый войлок, целый моток притащил, и так себе он сидит слева сзади, и вот знаешь, ну, закрыл полностью двери, окно, вообще все забаррикадировал. Вот, а мент говорит: сколько у вас едет? Я говорю: 4. Покажите, типа, я открываю его дверь, а там просто стена такая. Я говорю: давайте я вам лучше с другой стороны открою. И он такой: давайте. Обошел, и я ему открыл.